Друзья, мы сегодня отправляемся в земли басков и будем готовить легендарный чизкейк Сан-Себастьян. А земли басков это, конечно, Испания. И для этого нам понадобятся такие вот продукты. Привет, друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на мою уютную одесскую кухню. И у меня на столе для нашего чизкейка понадобится крем-сыр творожный, сливки 33 либо 35%, сахар, миндальные хлопья, ванильный сахар, крахмал кукурузный, яйца, бумага, форма, миксер и, конечно, бельгийский шоколад мы будем для этого всего делать. Смотрите, со мной расскажу историю, как, почему и откуда я узнал секретный рецепт от самого шеф-повара ресторана «Лавина». Продукты все должны быть комнатной температуры, все. И крем-чиз, и сливки обязательно, ну и, конечно, наши яйца. Ребята, все готовится очень просто. Откуда я узнал этот рецептик? Ребята, ваш покорный слуга в 2001 году ходил в рейсы когда-то на пассажирском судне «Оседа», такой с Одессы выходил, с легендарным составом пассажиров. Можете погуглить и посмотреть, какой был состав пассажиров. Да, очень даже интересный. Задавайте вопросы, отвечу. Ребята, и мы как раз пришвартовались в Испании. И, конечно, что первое испанцы сказали? Говорит, что можно попробовать? Мы всегда же выходили, хотели попробовать пиво, вина. Конечно, говорит, можно попробовать вина. Но самое классное, съездите, говорит, в Сан-Себастьян. Там есть ресторан «Лавина». И попробуйте ихний баский чизкейк. Они даже не назвали его Сан-Себастьян. Это уже потом пошло название Сан-Себастьян. Они называли баский чизкейк. Вот представляете, земля басков, вот так он и называется, баский чизкейк, это первое его название. Сам чизкейк был придуман в 1990-х годах, соответственно, уже опыта повар набрался. И мы, конечно, отправились в этот ресторан «Лавина» в земли басков, в Сан-Себастьян. И первое, что мы сделаем, дальше расскажу, как я выведал секрет этого чизкейка. Первое, что мы сделаем, мы перемешиваем наш крем-чиз с сахаром обычным и сахаром ванильным. Именно не взбиваем, друзья, не взбиваем, а именно перемешиваем. Мы берем наш миксер, берем лопатку и на медленных оборотах мы сейчас будем мешать. Покажу на каких оборотах и как я мешаю, буду добавлять сахар и перемешивать. Перемешиваю на медленных оборотах, очень медленный, вот именно перемешиваю, видите его, чтобы он, вот так вот перемешаем, не сбиваем. Если надо, останавливаемся, возьму сейчас лопаточку и здесь не спеша все готовим, ребята, потихонечку, не надо взбивать, самое главное. Ребята, пришли мы в этот ресторан «Лавина», соответственно, заказали баский чизкейк. Ну, даже вот так прямо, у меня был товарищ, он знал английский язык неплохо, вот он назвал его баский чизкейк, они все поняли сразу с полуслова. Принесли нам этот чизкейк, соответственно, ну, мы попробовали, он был вот как я вам готовлю, он был как раз с бельгийским шоколадом и посыпанный обильно жареными хлопьями миндаля. Дальше сейчас все перемешаю, сахар добавляю и рассказываю, как я узнал рецепт. Итак, дальше перемешал, видите, не взбил, перемешал сахар и ванильный сахар. Дальше яйца в отдельную посуду. И рассказываю вам историю знакомства с шефом. Попробовали мы, нам поднесли, я же говорю, чизкейк этот с миндальным орехом, шоколадом, попробовали. И мне показалось, что он недопеченный, сырой внутри. Представляете? Я что не знал, что он должен быть таким. Я даже не думал узнавать. И вот это Друг позывает официанта, говорит, ну вот мой товарищ говорит, что у вас
этот баский чизкейк не допеченный. И вдруг выходит такой человечек в кругленьких очках, пузатенький, как я, круглолицый, как я, и говорит, этот чизкейк, ну, друг меня переводит, и рассказывает моему другу, говорит, этот чизкейк должен быть жидкий, я его придумал, его звали Сантьяго Ривера, ребята, вот первый раз я познакомился с Сантьяго, потому что, ну, так получилось просто-напросто. И он начал, я говорю, тогда как это так? Я говорю, что он жидкий, нету муки там, или манки надо добавить, как у нас, знаете, в запеканке надо бухнуть манки. Ну, детского сада привычка-то осталась у меня, что у нас запеканка творожная должна быть запеканкой. Он говорит, нет, это я разработал этот чизкейк, говорит, туда входит это, и вот все, что я вам показываю, в общем-то, он выложил просто вот, ну, почему мне нравятся европейцы и вообще вот, они какие-то откровенные, и когда они что-то сами придумали, они готовы рассказать полностью вам это. Кстати, я же говорю, вы можете съездить в этот ресторан, до сих пор там подают этот чизкейк, который я пробовал, при том же с разными там начинками есть. И можно и с карамелью подавать, не только с шоколадом и хлопьями. Можно просто его кушать. К чаю это утренний завтрак, просто энергетическая бомба белковая. Вот так вот. И сейчас этот рецепт у вас прямо перед глазами. Дальше будем готовить. Ребятки, венчик. Не взбиваем яйца с желтками, перемешиваем. Следующее, что нам нужно сделать, часть сливок доливаем в крахмал прямо вот сюда вот. Вот, сколько поместится. И перемешиваем их. Потом перемешаем еще раз. Хорошо, такая кашица должна получиться, такая, ну, не кашица, сметана. Если надо, перелью сейчас в стакан и там перемешаю. Размешал крахмал, так как я говорил, до сметанного состояния. Видите, как сметаночка льется. Все, отставил. Дальше на медленном перемешиваю еще немножечко сахар. И яйца не добавляем сразу бух. То есть по одному яичку примерно я раз так добавил чуть-чуть и перемешиваю. Частями. Не сразу выливаем все. На медленном дальше перемешиваем. Опять чуть-чуть добавил. Оп, второе. Перемешиваем. Перемешали мы яйца. И по чуть-чуть ввожу сливки. Тоже перемешиваю, чтобы полностью все перемешать. Не спеша. Оставшиеся сливки. Потому что крахмал мы тоже размешали со сливками. Духовку разогреваем до 250 градусов, а этим временем, пока греется духовочка, мы дальше продолжаем. Вот с лопаточкой подгребаю все с боков на середину и перемешиваю дальше, постепенно ввожу наш крахмал с нашими сливками. Все, последние штрихи, еще чуть-чуть перемешиваю крахмал. Вот консистенция, посмотрите какая. Видите, на лопатке не остается. Не должно быть взбитое. Все, ребятки, мы перемешали все ингредиенты. Это отставляю в сторону, даже чтобы не пачкать стол. Уже не надо нам будет это. Вот сюда, в стороночку. Что у нас? Форма, ребята, у меня вот здесь вот на это количество 20-ю форму я взял. Можете взять больше, можете взять меньше, но не забывайте, что он будет в духовке подниматься. Кстати, момент этого чизкейка, что шеф его спалил. Если честно, в этом признается, и это изюминка этого чизкейка баскового. Басковского. Испанского. Так, ребята, выливаем форму. Полностью форму. Мы застелили пергаментной бумагой и бумагу поджмякали и смочили. То есть она у меня влажная бумага, не сухая. Да, Сантьяго признавался, говорит, первое, что, говорит, самое интересное, говорит, когда я его вскрыл, говорит, я думал, что я его выкину. Но он так полюбился во всем мире, что оказалось паленый.
будем так говорить, паленая запеканка зашла людям. Все, вылаживаю весь наш крем, который мы перемешали. И сейчас разравниваю и прямо прибиваю. Сейчас доложу, а вам покажу просто. Разравниваю его немножечко вот так полностью. Да? И не бойтесь, вам нужно полностью выпустить воздух. Тоже очень важно. Берете формочку и вот так вот, не боясь, прибиваете его, разравниваете. Сейчас вернусь, расскажу точные градусы и сколько запекать и что делать дальше. И, к сожалению, с нашими реалиями сейчас выключат свет, но я успею рассказать, потому что пробовать мы будем его все равно завтра. Все, разровнял, постучал, воздух выпустил, отправляю в духовку на 250 градусов. Смотрите по вашим духовкам, может быть прыжочек, можно 240 поставить, ну, чтобы так уже, потому что выше не стоит, потому что слишком спалите. На 25-30 минут наблюдайте, он будет подниматься, корочка будет, и его надо именно немножечко верхушечку подпалить. И тогда его вы выключаете, достаете аккуратненько, он будет как облако трястись. Если получится, покажу вам, когда буду доставать, наверное, не под этим светом уже, а просто под, как говорится, под аккумуляторным светом, немножко будет темнее. Покажу, как облако. Остужаем. И потом отправляем в холодильник, когда он настынет, до утра для стабилизации. И только утром мы расплавим наш бельгийский шоколад и поджарим хлопья миндальные. И будем его пробовать. А как его пробовать, это тоже секретик маленький. Увидите. Баски чизкейк запекается в духовочке, и традиционный анекдот от меня, от одессита на кухне. Мы уже все взрослые люди и знаем, как правильно питаться. Но мы же взрослые люди. Кто же нас этому заставит? И вот он, наш чизкейк баский, готов. Ребята, вот консистенция, то что вот как облако. Видите? Он трясется, облачко. Все. Стабилизируется, он упадет, не переживайте. Потом закрываем же этой бумагой и то сейчас остывает. Потом закрываем бумагу и на стабилизацию до утра, на целую ночь в холодильник. Сан-Себастьян стабилизируется в холодильнике. Еще осталось часик буквально ему постоять в холодильнике. А мы этим временем подготовим помадку и посыпку. Ребята, хочу показать вам просто без посыпки и помадки. И с посыпкой помадку. Помадку я делаю из бельгийского шоколада. Немножечко масла сливочного нашел. Кидаю шоколад на водяную баню вместе с маслицем, растаивает. Посыпочка у нас, напоминаю, это хлопья миндального ореха. Включаю газ и прокаляю, поджариваю даже немножечко, чтобы был вкус на сковородочке. Поджигаем горелочку. Как мы сейчас будем разрезать, чтобы не повредить его сильно, чтобы он не разваливался. Прогреваем ножик, ребята, со всех сторон. Хорошо, по всему лезвию прогреваем ножик. Ножик должен быть горячий. Оставляем горелочку, вот она нам пригодится. Я даже прикручу ее чуть, вот это больше, а я вот так вот сделаю, вот так. О, чтобы она пыхала. И первый надрез сделаем. Видите, он плавно тогда. Раз, сразу. Есть. О, видите, какой он там внутри. Если надо, горелочку мы еще подогреем. Почему я сейчас сделаю второй разрез, посмотрю как. О, второй есть разрез у меня. Украшаем нашим бельгийским, посмотрите, какая прелесть. Бельгийским шоколадом, не жалеем, вот так вот. О, вот так вот прямо сверху. О, стекает. Вот, есть ложечку бельгийского шоколада. И, конечно, с вашего разрешения руками я возьму миндальные хлопья, посыплю миндальными, обильно миндальными хлопьями. Вот так, о, шикарно. О. Смотрим, какая консистенция, смотрите, ай, как масло. Смотрите. Обалдеть, ребята. Пробуем просто боками без хлопьев, вот просто.
от самой земель басков. Чизкейк паленый, а внутри сыроватый. Просто прелесть. Ну, конечно, мы попробуем с хлопьями. Хлопья как раз были теплые. И посмотрим, какой он по консистенции здесь. Хлопья, я имею в виду шоколад. О, то же самое, ребята. Посмотрите, какая красотень. Пробуем. Вам просто не передать этот вкус, ребята. Нежное, как облако. Вкусный, вкуснейший шоколад. И, конечно, дополненный вкусом миндаля. Прокаленного, прожаренного. И, конечно, горелую корочку для вас. Вы думаете, что он должен быть такой, именно подгоревший. Эта корочка тоже очень вкусная. Особенно вот его берешь чуть-чуть серединкой. Ребята, пошел делать себе чай и доедать эту порцию. А с вами был Одессит на кухне. Готовьте вместе со мной. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь. Вам и вашим семьям всего самого хорошего, добра, мира, позитива, побольше здоровья. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.